Киев угрожает Минску, кадровые изменения в европейском руководстве, а Россия готовит мигрантов к провокациям. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Как расселить беженцев из Палестины и зачем они нужны Российской Федерации? То есть вот этими палестинскими беженцами Советский Союз прекрасно игрался. Эстония хочет провести операцию совместно с РФ, которая украла пограничные буи. Мы снова получили ответ, что они видят, что эти буи находились в российских водах, что они имели право их забрать. Перестановки в Европарламенте, когда к работе приступит новый состав. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте, так вы можете нас поддержать. Поехали. Украина предупреждает Беларусь о последствиях подписания договоров с оккупированным Крымом и так называемыми местными властями. Об этом пишет замминистра иностранных дел в Facebook. Украине известно как минимум о 7 договорах белорусских чиновников с оккупантами. Все факты противоправных действий, которые представляют угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства. Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности. Сибига говорит, что все причастные, кроме преследования в Украине, получат еще и санкции от партнеров. Город Витебск и Витебская область заключили так называемое соглашение с оккупационными властями городов украинского Крыма, Симферополя и Феодосии, а также с так называемым Советом министров и не менее так называемым Министерством культуры и туризма Крыма, но и Сакским районом полуострова. Я так понимаю, что вокруг Беларуси сейчас идут большие геополитические игры. Тут бы я припомнил учение, в котором символически принимали участие военнослужащие Китайской Народной Республики, которые проходили в окрестностях города Бреста, непосредственно на польской границе, в 25 километрах от украинской. Это, такая ситуация, которой не было никогда. То есть ни 10 лет, ни 100 лет назад, ни 1000 лет назад такого не было. Это, так сказать, новая беспрецедентная, так сказать, проекция силы Китая на зону ответственности НАТО. И поэтому я бы весь обмен этих всех заявлений я бы списывал на противостояние Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики. Частью из этого противостояния, к сожалению, стала и российско-украинская война, где Россия все больше и больше зависит от Китая, и Китай фактически публично гарантировал не проигрыш Российской Федерации, так же как Соединенные Штаты Америки публично гарантировали не проигрыш Украины. Правительство Эстонии вслед за премьер-министром уходит в отставку. В понедельник на заседании Кабмина было объявлено такое решение. Но все дело не в провалах или каких-то недочетах. Все дело в том, что Кая Каллас, теперь уже исполняющая обязанности премьер-министра до утверждения нового в середине июня, была утверждена на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. На этом посту она сменит Жозепа Борреля. Сейчас в Эстонии продолжаются коалиционные переговоры, чтобы сформировать новое правительство. А мы постарались разобраться, изменится ли как-то внешняя политика страны со сменой премьера. Я думаю, что в таких странах, как Эстония, Литва, Латвия, Польша, вряд ли что-то может даже кардинально измениться во внешней политике, даже если будут приходить партии или политики, которые отличаются во взглядах, в идеологии от нынешних. Почему? Потому что эти страны, они непосредственно ощущают угрозу от Российской Федерации на себе. Плюс исторический контекст, плюс общественные запросы. Поэтому я не ожидаю, что правительство новое в Эстонии или изменения, которые будут непосредственно политические, они очень серьезно будут изменять внешнюю политику в этой стране.
Но, опять же, есть также примеры, например, это самая Словакия, где после изменения политических выборов правительство Фицо, позиционирование также изменилось. И в контексте поддержки Украины также мы ощущали и ощущаем уровень до выборов и после выборов. Уровень этого сотрудничества, он разный. На должность премьер-министра претендует представитель от правящей партии «Реформ», министр климата Кристен Михайл. Тем временем Роберту Мецолу было переизбрано президентом Европарламента. Мецола, которая в 2022 году стала первой женщиной за 20 лет, возглавившей Ассамблею Евросоюза, и сейчас одержала победу легко. Поляризация в наших обществах привела к более конфронтационной политике, даже к политическому насилию, к простым ответам, которые делят наше общество на «мы» и «они». Нам необходимо выйти за рамки этого мышления с нулевой суммой, которая исключает людей, отталкивает их, разжигает гнев и ненависть, а не укрепляет надежду и веру. Мы понимаем, что удобство такой легкой политики не дает реальных решений. Это дом, который выступает за противоположное, который хочет строить, а не разрушать. This is the house that stands for the opposite, that wants to build rather than destroy. А Эстония тем временем предлагает России сотрудничество, хоть и временное. Они предлагают вместе обследовать реку Нарву в качестве одного из способов урегулирования разногласий по поводу якобы кражи буев. В ночь на 23 мая российская пограничная служба сняла с реки Нарва в эстонских водах буи, обозначающие водный путь, заявив, что пограничные знаки находятся на российской стороне. За это время Министерство иностранных дел двух стран обменялись несколькими письмами, но российская пограничная служба не объясняет ничего и не объясняет, почему она считает, что буи находятся именно в ее водах. Мы снова получили ответ, что они видят, что эти буи находились в российских водах, что они имели право их забрать, что это пограничный инцидент, который мы должны признать. Очевидно, мы не можем признать то, чего не делали, потому что мы поставили буи в эстонских водах. Поскольку состояние естественных водоемов может меняться в течение десятилетий под воздействием природных условий, Эстония предложила провести совместное обследование водоема. Последнее исследование русла реки Нарва проводилось почти 20 лет назад. Если Россия откажется от совместных измерений, Эстония считает расположение судоходного пути в соответствии с предыдущими измерениями и размещает навигационные буи в эстонских водах. Еврокомиссия планирует очень скоро вынести предложение о пакете кредитов на $50 миллиардов под залог замороженных активов РФ для поддержки Украины. Чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу, об этом пишет Bloomberg. В преддверии министерской встречи в формате «Большой семерки» обсудят кредиты для Украины именно на таких условиях, говорит еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Ну а мы спросили у эксперта, есть ли шанс, что это будет не рассмотрено или отклонено. Есть ли такие государства в Евросоюзе, которые сейчас могут все испортить, не проголосовать за такую помощь? Пока не просматривается каких-то таких серьезных рисков, которые бы там повлияли на уровень поддержки Украины. Но опять же, мы зависим, и это уже мы опять в Украине мы ощущали от изменяющейся конъюнктуры политической в той или иной стране. Риски были достаточно серьезные в Нидерландах. Да. Почему? Потому что там, опять же, правопопулистская сила одержала победу, и они потенциально сформировали новое правительство. Но, опять же, там договорились, чтобы не было каких-то резких изменений. И в контексте поддержки Украины выбрали таких представителей и министров, и премьер-министра достаточно, так скажем, технологического образа, которые, я думаю, не будут серьезно изменять дальнейшую внешнюю политику Нидерландов. Германия, да, тоже есть определенные риски, связанные там с альтернативой для Германии, политической силой, которая очень серьезно выступает, опять же, также против какой-то поддержки внешне, и она набирает популярность. Но пока действующая коалиция с социал-демократами, либералами, зелеными
она как бы пытается балансировать эти все вопросы. Опять же, поддержка будет продолжаться. Россия готовит мигрантов к провокациям на белорусско-польской границе. Газета «Выборча» пишет со ссылкой на Байпол о том, что российские власти выделили 57,6 миллионов рублей на распределение палестинских беженцев по 9 регионам России. По данным источников Байпол, Россия планирует принять в общей сложности до 40 тысяч беженцев только в первой половине июля. Прибытие 12-15 тысяч беженцев планируется в начале августа. Часть этих беженцев численностью 3-5 тысяч планируется отправить в Беларусь для штурма польской границы. О том, как эти мигранты смогут угрожать 17 тысячам польских военных на границе и зачем Путин с Лукашенко используют мигрантов как оружие, мы расспросили руководителя Центра внутреннеполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслава Потапенко. То есть вот этими палестинскими беженцами Советский Союз прекрасно игрался, он им там предоставлял убежище, учил в университетах, поддерживал демонстрации в поддержку палестинских беженцев. И в принципе, в этой сфере за последние лет 40 мало что изменилось. Это хороший инструмент международного политического давления. Теперь, если мы говорим о вот этой вот всей волне беженцев, условно говоря, это началось сирийских с 2015 года, там ливийских, сейчас это может быть палестинские и так далее. Существуют тут разные гипотезы. С одной стороны, есть объективная такой тренд переезда людей в более богатые страны из Северной Африки и Ближнего Востока, тем более, когда там идут боевые действия. Используются такие гибридные инструменты. Проведение учений, передача ядерного оружия, базирование на территории, прорыв беженцев для провокации на границах, информационная борьба и так далее. Да, вот такая гибридная война, она происходит, она есть. В принципе, такие методы уже использовались, используются и сейчас. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео, значит, это очень важно и для нас, и для вас. Не забывайте, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. А у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.